Всем привет! Сегодня готовим еду из фильмов. Мы прочитали все ваши комментарии, и сегодня это будет сливочное пиво из Гарри Поттера. 3 варианта, потому что официального рецепта нет. В комментах мы, как всегда, принимаем заявки на то, чтобы приготовить, и обязательно лайкайте это видео. Интересно, на каком факультете учился бы Матюш? И первое пиво у нас простое, сладкое и безалкогольное. На самом деле это самый известный рецепт сливочного пива и самый простой на сегодня. Разворачиваем 15 ирисок. Можно взять любые, жесткие, мягкие, неважно. Кстати, Матюше очень нравятся шуршащие обертки, поэтому быстро сделаем ему игрушку. Пусть порадуется. Не знаю, почему многие думают, что Матюша пассивный кот. Бегает он очень часто и как сайгак. Итак, на небольшой огонь ставим кастрюльку и высыпаем в нее ириски. К ним выливаем 160 мл молока и насыпаем корицы. Мешаем до полного растворения ирисок. Переливаем в миску и оставляем остывать. Теперь берем мороженое. Лучше всего подойдет пломбир. Добавляем его в растопленные ириски. И размешиваем венчиком. Нужно, чтобы оно полностью растворилось. Переливаем в красивую кружку. Открываем бутылку лимонада и наливаем до краев. Вставляем трубочку и готово. Пип. Ваше здоровье. Получилось вкусно, но очень сладко. Прям можно впасть в сахарную кому. Я предупреждаю сразу. Готовим второй рецепт. Сливочное пиво. Очень сладко, но выбрасывать жалко. Второй рецепт будет алкогольный. В миску разбиваем 2 яйца, к ним добавляем 3 столовые ложки сахара и смешиваем венчиком. Сахар должен полностью раствориться. На огонь ставим кастрюльку. Выливаем в нее пол-литра пива и добавляем специи. Молотую гвоздику, корицу, мускатный орех и сушеный имбирь. Огонь должен быть минимальным, чтобы пиво нагрелось, но не кипело. Тонкой струйкой выливаем яичную смесь и постоянно мешаем. Это чтобы она не свернулась. Варим 2 минуты. Теперь добавляем 1,5 чайные ложки растопленного сливочного масла и варим еще 5 минут. Все это, как ни странно, уже выглядит неплохо. Но я думаю, можно добавить еще специи, как в имбирные пряники. Мы добавили еще всего понемногу, тут главное не переборщить. На этом этапе пиво уже становится гораздо гуще, в частности из-за яиц, которые мы добавили раньше. Остается вылить 250 мл 10% сливок. Смешиваем и даем остыть минут 20. Как остыло, наполняем кружку и украшаем корицей. Готово. Пробуем пивное пиво. Матюнь. Матюнечка. Мне, честно говоря, немножечко страшно. Но давайте пробовать. Короче, реально вкус странный. Он вроде пивной, но мягкий из-за сливок и очень ароматный из-за вот этих вот всех приправ. Очень хорошее определение для вот этого вот сливочного пива — это сливочно-пивной глинтвейн. Кажется, алкоголь никуда не делся. Что подводит нас к следующему рецепту. Снова разворачиваем ириски. В этот раз нам нужно 100 грамм. Это примерно 15 штук. Ставим кастрюльку на огонь и высыпаем в нее ириски. Добавляем столовую ложку сливочного масла и щепоть соли. Огонь должен быть минимальным, чтобы ничего не пригорело. И постоянно мешаем. Добавляем столовую ложку тыквенного пюре. Мы взяли обычное детское из магазина. И размешиваем до однородной массы. Вливаем 50 мл 10% сливок и добавляем молотый перец. Перемешиваем и остужаем. Наливаем в кружку и до краев доливаем колы. Ванилу или черри. Готово. Третий вариант. Пробуем. Тебе тыква нравится? Мне нет. В принципе, прикольно. Но одно большое но. Это очень сладкая ванила-кола. Кола-ванила. Я почти не чувствую там тыквы. Вкусно, но особенного ничего в ней нет. Но мы можем намешать сюда еще тыквенного пюре, которое я ненавижу, и попробовать, что будет. И еще щепотку соли. Пюре, соль. Досаливаем. И доливаем пюре. Теперь в этом есть какая-то особенность. Теперь это можно назвать сливочным пивом. Тыква все еще омерзительно. Итак, вот этот второй рецепт, который пиво-пиво, на удивление, я думал, что он будет омерзителен, но он оказался достаточно забавным. То есть ты пробуешь сначала вкус пива, а потом начинает раскрываться там гвоздика и прочее, очень много вкусов. Поэтому это очень прикольно. Вот эта штука с тыквой, короче, если туда положить 1 ложку тыквы,
то это, чушь. На вкус как Кока-Кола с сахаром. Ты чё, Матюш? Простите. На вкус как кола с сахаром. Но если мы заменяем ложечку тыквенного пюре на баночку тыквенного пюре, это пиво играет новыми вкусами, и оно становится очень прикольным. А первое, оно падает на 3-е место. А из вот этих двух, тут уже на вкус и цвет, и на возраст. Это более сладкое и тыквенное, это более пивное и сливочное. Что я могу здесь сказать, то я бы вот в это тыквенное добавил больше сливок и меньше рисок, чтобы оно было чуть менее сладкое. И, возможно, вот это было бы близко к идеалу. В описании под видео мы напишем и такие пропорции, и другие. Так что делайте сливочное пиво и пишите, что вам больше нравится. Если вам меньше 18, вот это не делайте. Спасибо, что посмотрели. Лайкайте это видео, пишите в комментариях, что еще приготовить, мы выбираем из комментариев. Можете приятность Матюше написать. Всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца.